Слава, привет! У меня случилось открытие, и у тебя даже есть видео по этой теме «Наблюдать и ощущать, в чем разница». Да, помню, было такое видео. Я впервые прожил в сознании чувство, не эмоцию, а банальное тактильное ощущение. Сразу тут скорректирую, Виктор, на всякий случай, что в моей концепции мира сознание, чувство и тактильное ощущение – это разные уровни, это разные этажи. То есть в сознании нету, например, тактильных ощущений, они есть в теле и обрабатываются сознанием. Значит, не было наблюдателя, не было расстояния между явлением и сознанием, не было луча внимания на это ощущение, но было внутри и осознавалось, проживалось. Оказалось, что ощущения я вижу и наблюдаю, а не проживаю, они всегда отделены. Вопрос в том, как это сделать еще раз, то есть в чем ключ, где этот переход и как его совершить осознанно. Вопрос как бы отличнейший. Ну, в смысле, он актуален, действительно. Значит, в чем у нас фишечка с ощущениями, с наблюдателями и с прочим? Подойдем к этому, как обычно, мы подходим к разным вопросам, то есть глобально, масштабно. Значит, возьмем картину целиком. Картина целиком выглядит следующим образом. Когда рождается ребенок, он, он живет ощущениями. У него еще не проклюнулся ум. Ум-то есть, но как бы еще не готов. Еще не готов, там не сформировались какие-то как бы основные нейронные связи, вот эти вот рельсы, по которым бегают наши нейроны. Ну, короче, по которым бегают импульсы, да, импульсы мозга. Вот, дорожки, короче, еще не проложены, да. Там это все только начинает формироваться, то есть ребенок начинает смотреть на мир, формируются отпечатки этого мира у него в голове. Ну, и, соответственно, там постепенно как-то это все обрабатывается, профильтровывается, складывается, раскладывается, вот. А покуда все это работает, он познает мир телом, ощущением, он все тянет в рот со страшной силой. Вот, и ему нравится трогать мир, ему нравится чувствовать мир. Ему нравится там, я не знаю, вот у меня буквально вчера, да, стоит сын и молотит деревянным молотком по батарее. Вот я вчера наблюдал эту картину у себя в квартире. Мне, как взрослому человеку, если честно, удовольствия мало. Звук такой вот как бы неприятный, резкий, звонкий, да. Он мешает, он отвлекает. Но я смотрю, человеку нравится. Вот он стоит, кайфует, молотит вот так вот со всей дури, да. И я вот прям чувствую ему кайф, и звук слушать кайф, и молоток в руках держать кайф, и ну вообще вот сам этот взмах вот этот вот это его радует, да, тело радуется контакту с жизнью. Ну, что поделаешь, такой возраст, вот такие вещи нравятся. Значит, ребенок познает жизнь через тело. А ум что пытается сделать? Ну так, если совсем по-простому, ум еще не дорос до таких серьезных задач. Поэтому вот на этом первом этапе он занят очень простыми вещами. Он это все обрабатывает, обобщает. Ну и чтобы как бы внимание переключалось на более интересное, да? Чтобы человек вот взял в руки деревянный молоток в 2 года. Но он же должен развиваться как-то, да? То есть он не должен кайфовать каждый день: "О, деревянный молоток", там завтра: "О, деревянный молоток", послезавтра: "О, деревянный молоток". Вот чтобы такого не было, да? Он вот кайфанул с этим молотком из батареи, а завтра его это уже не так будет интересовать. Ну, там еще, может, пару раз он придет, постучит, на мою реакцию посмотрит. Вот. Но в целом ему это быстро надоест. То есть его внимание переключится на новые ощущения, на новые источники этого кайфа. Да, найдет что-нибудь другое, там, брата старшего, да, и по нему начнет, например, молотить своим молотком. Что-то в этом роде. Да? То есть ум это не сразу. Ум это не сразу. И ребенок живет в ощущениях, он трогает жизнь. Тело – это орган трогания жизни. То есть мы телом трогаем жизнь. Мы ее там нюхаем, тактильные ощущения, там лижем, ну и все остальное. Да? Вот. Дальше постепенно, как бы, по мере того, как ум развивается, он научается что делать? Он научается видеть вот в этих явлениях вокруг что-то большее, чем просто предметы. Понимаете, ведь вот, не знаю, коробка на полу лежит, да,
Но одно дело коробка, в ней там яблоки лежали. Но ведь в коробку, если тебе 2 года можно влезть, правильно, там можно устроить вообще, ну, это же дворец можно построить, да? А взрослый, там, не знаю, как бомж может не жить. Ну, короче, у явлений у разных, да, и можно придавать разные смыслы. Вот с этого, например, с этого, с этого действия, да, с перенаделения смыслами возникает такое явление, глобальное жизненное явление, как игра, например, да. То есть игра, если мы говорим о сознании, это перенаделение смыслами. Можно бегать с палкой и делать так, типа ты стреляешь из пистолета, да? Ну и другие будут верить и падать еще. Хотя вот в руках-то палка, да, но наделил ее смыслами, и возникают новые ощущения. Можно играть. Вот это все так происходит, там ум, тело, да, и они идут в паре, как бы это кайф, познавать жизнь, чувствовать новое, пропускать через себя. И тут раз, например, ты решил познать на морозе железную водопроводную трубу. Ну и как водится, что сказано, сделано, да? Мужик сказал, мужик сделал, ты подошел, в твои там 2,5, может быть, тебе еще ничто не предвещает, что это может плохо закончиться. И ты со всей дури приложился к ней, допустим, языком. Да, ну язык раз взял и прилип. Вот. Дальше начинается мучительный процесс отрыва, да, языка от водопроводной трубы на морозе. Вот. И это уже совсем не то пробование жизни, о котором шла речь ранее. Это не посидеть в коробке, это не бить батарею молотком. Это болезненно. Это болезненно. Ощущения есть двух типов. Есть приятные и неприятные. Как их отличить? Очень просто. Приятное то, что хочется продолжить, а неприятное то, что хочется прекратить. Так вот, такое не хочется испытывать. Такое хочется как можно скорее прекратить. Потому что почему? Это больно. Да? Это больно. Значит, вот в этот момент, в миг столкновения тела и сознания с болью, все меняется. Все меняется. Потому что в этот момент мир такой прекрасный, такой приятный, такой вкусный, он поворачивается к нам другой своей стороной. Он, оказывается, может делать нам больно. Ой-ой-ой, больно, понимаете? Больно это значит, что по моей нервной системе, по телу, начинает бежать импульс, который я хотел бы прекратить. Не тот, которому бы я хотел бы дальше продолжать отдаваться, а прекратить, понимаете? То есть, ну, я не хочу. И тут вот это, собственно, момент истины, понимаете? Вот в этот момент решается судьба человека. Что вы сделаете с этим импульсом? Вот что вы сделаете с импульсом боли? Чтобы его прекратить, вы напряжете тело, и у вас сформируется автоматизм на сжатие, да? И появится целое древо последствий, да, потому что это семечко сжатия, она начнет прорастать тут сжатие, тут сжатие, тут сжатие. В целом начнет расти уровень напряжения. Этот росточек этого сжатия будет тянуться дальше вверх, пойдут ветки, да, то есть зажатые там, не знаю, руки, ноги, живот, спина, там шея, голова, лицо, да, то есть и маленькие веточки тоже, да, такая мышца, такая мышца. Вот, потом пойдет психосоматика годам к 25, к 30, 35, а годам к 40 уже по-жесткому упадет уровень энергии, и это ощущение будет, ну, как тяжелый камень такой внутри, ну, блок такого вот не гибкого, не живого такого вот куска тела, как пластилин такой мало подзамерзший. Ну вот, ну а дальше как бы можно не ходить, там уже мало чего приятного, и тоже всякие болезни, потом хронические, ну и ни во что хорошее это не выливается, да. Все начинается тогда, в момент отрыва языка от водопроводной трубы на морозе. Вот. Бежит этот импульс боли, и вопрос сводится к чему? Ты пропустишь его также через свое тело, либо ты напряжешься, чтобы его не чувствовать, чтобы не пустить его через свое тело.
Вот, и как показывает практика, большинство людей, естественно, выбирает такой импульс не пропускать. То есть рано или поздно мы наталкиваемся на такой сигнал, который заставляет нас внутренне напрячься. Мы начинаем работать по модели реагирования сжатием, да, а не расслабленностью. И с этих пор начинает расти наше внутреннее напряжение, которым, по сути дела, сжимаясь, мы пытаемся не чувствовать боль. Так, если совсем по-простому, то примерно вот такой механизм работает. Вот, соответственно, в чем ошибка? В чем ошибка? Ошибка в том, что боль-то никуда не девается, понимаете? То есть вот если болезненный импульс зашел в тело, он должен быть прожит. Или он застрянет. Он либо прожит, то есть все тело его пропустило через себя, либо он застрял в теле. Что значит, что он застрял в теле? Возник зажим, тот самый, о котором я только что рассказывал. Вот. Это важно почему? Потому что эти зажимы начнут копиться внутри, да, то есть они начнут накапливаться, мышцы начнут болеть. И вот здесь произойдет, ну, как бы, второй уровень этой игры, да, то есть первый уровень, чтобы не чувствовать импульс боли в теле, я сжимаюсь и немножко увожу внимание в этот момент из тела, да, то есть, ну, как бы люди, большинство людей сегодня живут в голове, да, но есть другие, которые живут там в других местах, скажем так, да? Можно, например, жить в эмоциях. Такое тоже есть. Главное не в теле, то есть чтобы не чувствовать боль. Да? Можно в разные пойти, как бы в разные места можно пойти. Главное не в ощущениях тела. Дальше следующее, что происходит, вот этот второй уровень игры, он в чем? Он в том, что когда я убрал внимание из тела, тело зажалось, да, я возвращаю внимание, а оно не заходит до конца. То есть с того момента, как я однажды зажался, чтобы не чувствовать боль, я не вернусь на тот же уровень обратно в свое сознание, я не склею их, возникнет разрыв между умом и телом. Вот. Суть этого разрыва будет в чем? Суть этого разрыва будет в том, что я теперь не до конца чувствую свое тело. Ну, то есть, вот где-то там в глубине, в самом-самом там центре, где течет как бы поток ощущений, я туда больше не дотягиваюсь своим сознательным вниманием. То есть я, закрыв глаза, направив внимание в тело, я что-то ощущаю поверхностно, мышцы, по контуру тела, да? Но ощутить тело как поток уже не могу. Почему? Потому что в потоке-то боль, и она же осталась. Более того, напряженная мышца, которая там 20 лет висит в напряжении, она же начинает болеть постепенно. Этой боли должно накопиться очень много, адски много, чтобы ее почувствовать. Но когда мы там в 30, в 40, кто-то, позже 40 уже вряд ли, обычно где-то к этим годам уже проклевывается психосоматика. Вот, когда мы начинаем ее чувствовать, это уже значит, она оттуда, из глубины, из центра, из потока уже дошла до поверхности, и мы ее замечаем своим вниманием. Понимаете? Вот так возникает эта вообще разница между наблюдателем и ощущениями. Это как бы механизм ее возникновения. Да? То есть, если ребенок, он живет телом, он трогает жизнь телом, то взрослый, он не ходит в собственное тело вниманием, не ощущает себя продолжением тела. Он максимум, что может внимание из головы направить в тело, он будет называть это медитацией, и что он типа чувствует тело. И это не имеет ни малейшего отношения к чувствованию тела. Почему? Потому что отдельно оторванная голова пытается ощутить тело. То есть надо-то вообще другое. Надо, чтобы голова была продолжением тела. Вот, а это уже как бы очень, очень сложно выполнимая история. Значит, вот как это формируется, понимаешь? Вот причина и вот хроника событий. И где-то в среднем около 20 лет это занимает, побольше даже. Чтобы проблема как бы закрепилась, сформировалась. И вот теперь ты у меня спрашиваешь: Слав, а как, эту проблему-то? Сейчас я прочитаю, как ты написал. В чем ключ, как совершить переход, да? Как совершить переход? На какие-то секунды ты можешь попадать в ощущения. Причем это все равно будет не по-настоящему. Да? Это просто будут моменты, когда, грубо говоря, ты в свое внимание из головы там более глубоко погрузил в тело. Это можно делать, лег, направил внимание в тело, растворился в этом, собрал все как бы остатки внимания там из мыслей вытянул, из внешних каких-то раздражителей, там еще откуда-то,
все это засунул в тело, как бы направил, лежишь в своих ощущениях. Ну вот тебе, в принципе, как бы твое внимание замкнулось на тебе самом, вот, и ты начинаешь чувствовать вот, ну, какие-то там процессы в своем теле, можешь отдельные ощущения попытаться почувствовать, можешь мышцу отдельно. Это бесполезняк. Ну, совершенно точно тебе говорю, это бесполезняк. То есть это вообще ничего не значит. Ну, понятно, что это лучше, чем ничего. То есть вот так почувствовать что-то, там какое-то ощущение, там какую-то мышцу, какую-то энергию, может боль какую-то, да, соединить с ней свое внимание и побыть в этом, и ощутить, как она течет по телу. Я просто много лет на это потратил. Ну, как бы вообще, это лучше, чем не ощущать свое тело никогда. Но большого смысла в этом нет. Большого смысла в этом нет. Смысл есть в том, чтобы восстановить тот механизм, который работал у ребенка до того, как он вступил на путь модели реагирования сжатием. Вот в этом есть смысл. То есть основной, вообще на что направлен мой проект Universum, да, на какую основную цель направлена работа, которую мы с вами делаем. В идеале, да, есть очень много видео на YouTube, но это все просто для знакомства с темами, чтобы было понятно, как бы там мой уровень захода в тему, мой уровень понимания, чтобы вы набросали себе какие-то картины мира, чтобы у вас возникло доверие к методу, ну и так далее, да. Есть простенькие тренинги, там, ну, там, про стресс, про самовыражение, там, ну и так далее, да. Но в принципе, решение проблемы бессилия, отсутствие энергии, невозможности ощущать жизнь, там, ну и так далее, да, всех корней, как бы, проблем, связанных с эмоциями, оно наступает в тот момент, когда мы меняем контур течения энергии, когда мы меняем глубинную автоматику со сжатия на расширение. Вот тогда возникает, как бы, ну как сказать, естественная способность ощущать мир, являясь продолжением силы расширения самой Вселенной. Да? Вселенная расширяется, и мы, как люди, мы частички этого расширения. Так вот, если мы сонастраиваемся вновь не со силой сжатия, а сила сжатия – это наше нежелание чувствовать мир, а настраиваемся на силу расширения, то есть то, как сама жизнь течет через нас. Вот это и является моментом перехода. Перепрыгнуть с той волны, куда ты запрыгнул когда-то в детстве, которая привела к тому, что ты вылетел в голову, обратно на ту волну, которая течет и всегда текла на самом деле через твое тело. Но просто в силу того, что, понимаете, как бы в мире же есть все, да? В мире есть, там есть бедность и богатство, здоровье и болезнь, да, там красное и зеленое, там доброе и злое, ну, не знаю, там любовь и ненависть. Ну, в мире есть все, понимаете? Вот в мире есть абсолютно все. А как узнать, а что будет у вас-то конкретно? А очень просто. На что будете смотреть, то и будет в вашей жизни. Вот это как бы глобальный универсальный закон, который тяжелее всего воспринимается человеком. Ну, не тяжелее всего, но один из самых тяжелых. По сути дела, в вашу жизнь приходит только то, на что вы смотрите. Поэтому человек, который занят все время своими проблемами, ковыряниями, там ля-ля, потом он удивляется, почему у него в жизни что-то не так. Так а что удивляться? Ты же на это смотришь. Только это и будет расти в твоей жизни, да? Вот здесь то же самое. То есть, если вы в теле в основном наблюдаете напряжение и сжатие, ну, так оно и будет расти, естественно. А если ты там 20-30 лет наблюдал свои напряжения, а естественно напряжение притягивает внимание, то, конечно, как бы, а что еще? А что еще ты можешь увидеть в своем теле? Понятно, что чтобы увидеть поток жизни, надо пробиться через 30 метров брони из напряжений. Ну вот это и есть сложность работы. Как это сделать там из разряда слова объясни за 5 минут? Никак, нет шансов таких. И не надо в это верить, просто откинь эту мысль. Как это же она тебя путает просто, да? То есть глобальные жизненные вещи не делаются как бы отдельными какими-то действиями. Это надо перестроить, ну там, свою картину мира, под нее выстроить автоматизм, делать регулярную практику, и все пойдет, да? Вот. Если тебя интересует тренинг, это мастер-группа по энергии. Она у нас сейчас проходит уже вместо живых тренингов, которые мы больше не ведем, да, в связи с пандемией.
Вот, у нас теперь есть тренинг по энергии в онлайне. Ты можешь прийти, записаться. За 8 недель мы эти автоматизмы перезагрузим. Дальше надо будет только поддерживать. Вот. Чем раньше запишешься, тем будет дешевле, потому что группа дорожает с каждым разом, цена не повторяется. Ну, вот это вот решение, да. И там произойдет, собственно, то, что я описал. То есть я помогу тебе за 8 недель нащупать внутри тебя волну расширения, а не сжатия. Но быстрее, чем за 8 недель, пока не научился. Пока не научился. А ответом за 5 минут тем более не научился. Вот такой вижу я. Вот такой вижу я выход из ситуации.